поговорим о рынке нефти и нефтепродуктов и, соответственно, ситуации с логистикой, танкерами, добычей нефти. Я напомню, что касается экспорта нефти из Венесуэлы, то есть ограничения, введенные Министерством финансов США. У них есть специальный комитет, который этим занимается. В последний раз они обновляли свои санкции в декабре месяце. Срок действия до 6 февраля их никто не отменял. То есть вот вся эта риторика о том, что мы тут что-то контролируем, мы будем продавать, не будем продавать, движение внутри самих США отсутствует. То есть вот маркерная вещь, если вы решили действительно контролировать экспорт, вы прежде всего должны снять собственные санкции. Этого не происходит. Слов много, документов на сайте Министерства финансов нет. Вот начнем с этого, так, чтобы остудить. Что кто-то там что-то контролирует. Я не очень понимаю, кто что может контролировать. Состав правительства не менялся, выборы в парламент не происходили, ничего не происходило, но кто-то говорит, что-то контролирует. Ну да, есть морская блокада. Как мне сказал один большой ценитель художественных фильмов, ему не нравятся карикатуры, которые изображают Трампа как пирата Карибского моря, потому что для этого у мистера Трампа слишком много рук, ног и глаз. Но 6 танкеров захвачено, в том числе происходят чудеса. Тут танкер, который с декабря прошлого года ходил под российским флагом, по данным всех международных организаций, был пустым. Тем не менее, мистер Трамп сообщил, что он слил из него нефть. Как он это делает, я не знаю. Это специальный человек, он все умеет. Из пустого танкера извлечь нефть тоже может. Биржи на ситуацию вокруг Венесуэлы просто не отреагировали, и это можно понять. С того момента, как в 2019 году были введены рестрикции в отношении нефтяного рынка Венесуэлы, государственная компания ПДВСА, объем добычи продолжал падать. На декабрь месяц прошлого года порядка миллиона баррелей в сутки. Из них порядка 0,3-0,4 миллионов баррелей в сутки – это потребности самой Венесуэлы. Мировой рынок нефти порядка 102 миллионов баррелей в сутки, а вот 0,5 пропало. Ребят, разумеется, никто ничего не заметил. Как будет складываться ситуация дальше, сказать сложно. Опять же, многочисленные слова мистера Трампа о том, что он мгновенно увеличит объемы до былого величия, то есть до 3 с лишним миллионов баррелей в сутки, это одно. Совещание с нефтяниками показало другое. Там люди значительно более трезвые. Достаточно много информации у «Шеврона», для которого во всех санкциях, которые вводило Министерство финансов, были исключения, то есть он постоянно присутствует на месторождениях, он видит, в каком они состоянии. Говорить о том, что хлынут туда американские деньги, не приходится. По мнению руководителя «Шеврона», все должно начаться с качественного технического аудита того, что из себя представляет добывающий сектор Венесуэлы. Оборудование, которому по 40-50 лет, подземные нефтепроводы в бассейне Оренока под многочисленными притоками приходится проходить снизу, дают течи, уходит нефть, это и экологически сложно, и эти трубы надо менять, и компрессорные станции надо менять, и поскольку там регулярно случаются блэкауты, вероятнее всего придется строить еще и новые электростанции. В общем, общая оценка, которую дают нефтяники США, не политики США, а нефтяники США, для того, чтобы выйти на те самые 3 миллиона баррелей в сутки, потребуется лет так 10, и при условии ежегодных инвестиций порядка 10 миллиардов долларов США. Это вот то, что они видят сейчас до проведения тщательного аудита. Разумеется, вопрос от нефтяников. Мистер Трамп, вы нам гарантируете политическую стабильность в этой стране в течение этих 10 лет? Кто будет давать страховки? Кто будет финансировать? Кто будет... Да. Кто будет давать кредиты и так далее, и так далее. Вопросов сотни. Тем более, что времена, так скажем, расцвета нефтяного сектора Венесуэлы миновали. Легкая и средняя нефть изъята практически полностью. И вот та марка венесуэльской нефти, Мэрей, это сверхвязкая, высокосернистая нефть, которую на планете перерабатывают, наверное, штук 20 заводов, остальным все это не нравится. Ее даже для того, чтобы добывать, чтобы она по трубе просто текла, нужен разбавитель. Разбавитель надо подбирать так, чтобы в результате там, где эту нефть будут перерабатывать, не вышло из строя все оборудование. Здесь хватает подобного рода тонкостей.
И, разумеется, инвестиции потребуются не только в сами месторождения. Если вы пытаетесь увеличить экспорт, значит, вам надо увеличивать мощность нефтеналивных портов, количество емкостей, трубопроводов и так далее, и так далее, и так далее. Искать покупателей. Сейчас прошло сообщение, что продали первый объем нефти, там, по-моему, на 2 миллиарда долларов, что ли. Замечательно. А кому продали-то? Может, хоть сообщите, кто выступил в качестве покупателя? Трейдеры, или вы довезли до побережья Мексиканского залива и просто раздали нефтеперерабатывающим заводам собственным с тем, чтобы они у себя это перерабатывали? Эти заводы как раз способны это делать. В том числе есть 2 завода, которые принадлежат компании ЦИТГА. Это аббревиатура, поскольку я латиноамериканскими, или, так скажем, португальскими и испанскими языками не владею. Вот ЦИТГА. Они на 100% принадлежали этой компании. И эта компания, в свою очередь, на 100% принадлежала компании ПДВСА, на которую теперь наложены санкции, которыми она вроде как не управляет. Если кто-то забыл про такую замечательную фигуру, как Гуайдо, мы же все его помним, вот, не по Хуану Самбреро. Тем не менее, в 2019 году правительство США вот этого Гуайдо признало законным президентом Соединенных Штатов. И первое, что они сделали, не стали заниматься какими-то внутренними проблемами Венесуэлы, они поменяли совет директоров ЦИТГА. ЦИТГА зарегистрировано в Соединенных Штатах, вот они это сделали. Соответственно, вся прибыль, которую эта компания получает, прибыль достаточно серьезная, потому что это не только 2 нефтеперерабатывающих завода на территории США, это и сети заправок, то есть все это работает, рабочие места сохранены, просто деньги в Венесуэлу больше не идут. Вот так случилось. Узел достаточно странный, неоднократно руководство Венесуэлы призывало к тому, что надо вернуться за стол переговоров и разобраться, у кого какие претензии. Основные претензии США – это национализация всего имущества, которое нефтяные компании имели на территории Венесуэлы. Причем почему-то обвиняют в этом Чавеса, обвиняют в этом Мадуро, кого угодно обвиняют, хотя национализация произошла немножечко раньше, чем появился на политической арене Чавес. То есть, казалось бы, можно уже остыть, там эти исторические обиды оставить в прошлом, но, тем не менее, вот Соединенные Штаты ведут себя совершенно иначе. Идут многочисленные заявления о том, что поддерживаются контакты с новым президентом Венесуэлы. Госпожа вице-президент была приведена к присяге. С ее стороны такой информации нет. В общем, информационного шума много. То, что можно сказать точно, что действительно конфисковано 6 танкеров, которые так называемая береговая охрана США перехватила где-то в морях вокруг Венесуэлы и даже подальше от нее. Вот это можно сказать точно. Говорить о готовности американских компаний вкладываться в такой рискованный актив, сейчас не приходится. Дошло до того, что даже Трамп заговорил, что ExxonMobil отказалась инвестировать в Венесуэлу, и он ее туда больше не пустит. Вопрос, а ExxonMobil это точно нужно? ExxonMobil по соглашению о разделе продукции добывает нефть в Гаяне. Легкая, традиционная нефть. Объем добычи в конце 2025 года 1,2 миллиона баррелей в сутки. Расписан инвестиционный план, как это поднять к 30 году до 3 миллионов баррелей в сутки. Никаких политических рисков, никаких санкций со стороны США. Все в полном порядке. И вдруг ExxonMobil все это бросит и начнет вкладывать десятки миллиардов долларов в Венесуэлу, где можно ждать чего угодно. Так себе что еще. Для мирового рынка я здесь никакого риска не вижу. Еще любят называть звонкие цифры. 80% нефтяного экспорта Венесуэлы приходилось на Китай. И теперь Китаю будет очень плохо. Ребята, давайте перевернем в обратную сторону. Венесуэльская нефть на рынке Китая занимала чуть менее 5%. Точка. Где здесь огромный урон Китаю, я сказать не могу. Потому что подходящая по качеству нефть, ближайшая по химическому составу марка Iranian Heavy, следующая, так скажем, следующая по степени родства нефть марки Urals. Раз ты уже... Я сейчас про химию нефти, я больше ничего не говорил. Раз ты уже упомянул Iranian... что как-то это
Iranian Heavy. Давай тогда перенесемся в Иран. Сегодня Владимир Путин провел телефонный разговор с руководителем этой страны, с президентом. Ситуация там крайне напряженная. И вот скажи, пожалуйста, опять-таки оставляем политические все передряги, протесты и, соответственно, решения иранских властей. Iranian Heavy, иранский рынок нефти. Что будет, если ситуация накалится? Мы уже видели, что происходит в том случае, если ситуация вокруг Ирана действительно становится напряженной. Призрак из 3 слов перекрытия Ормузского залива встает над всем мировым рынком нефти совершенно мгновенно. Мы видели летом, что происходило во время 12-дневной агрессии Израиля США против Исламской Республики Иран. Что происходило с нефтью? При этом, надо отдать должное, власти Ирана не стали перекрывать Ормузский пролив. В том случае, если действительно внутренние беспорядки выйдут из-под контроля, чего бы очень не хотелось для мирового рынка нефти, это будет очень и очень серьезно. И даже в те моменты, когда многие эксперты говорили о том, что велика вероятность новых ударов Соединенных Штатов по территории Ирана, этого было достаточно, чтобы котировки барреля нефти поднялись с $60 до 65. Сейчас они отыгрывают, поскольку информация из Ирана приходит много, и она, в общем-то, противоречивая. Европейские СМИ, американские СМИ сообщают о 150 миллионах убитых, 300 миллионах раненых, всех остальных сослали на Колыму. При этом власти Ирана сообщают о том, что ситуация взята под контроль, и несмотря на те экономические сложности, которые есть, власть готова к диалогу, готова к изменению своей работы с тем, чтобы экономические проблемы с населения немножечко снять. Будем надеяться, что Ирану хватит мудрости и силы для того, чтобы не сорваться в очередной штопор. Нефть начала корректироваться вниз. То есть за последние сутки где-то $1,5 с барреля слезло. Это не фундаментальная причина, это реакция рынка на напряжение вокруг Ирана и вокруг Ормузского пролива, разумеется. Судя по тому, как реагируют нефтетрейдеры, ситуация действительно медленно, наверное, возвращается в исходное состояние. Так что касается нефти Ирана, это не Венесуэла. Здесь действительно можно быстро рывком нарастить объемы добычи. На всякий случай напомню, что Иран и сам это делает, но, разумеется, не в таких темпах, каких мог бы, потому что он десятилетиями отсечен от западных технологий, от финансирования. В том случае, если внезапно контроль перейдет, не знаю, к США, к Израилю, к кому-то еще, там, возможно, действительно быстрое нарастание, но я сейчас рассказал нечто совершенно фантастическое. Я как-то на 90% уверен, что руководство Ирана с возникшими проблемами все-таки сумеет справиться. Тем более, что и звонки идут не только в Москву. Иран разговаривал уже и с руководством ШОС, и есть надежда, что и ШОС какую-то поддержку в данном случае окажет. Причем она не нужна военная, там нужно решить те проблемы, которые стоят перед населением. Там сложно с водой, там сложно с электроэнергией, там, по-моему, есть вопросы и по питанию, но это те вопросы, которые ШОС тоже точно способны решить, без навязывания своей политической воли, как это пытаются делать немножечко одичавшие европейцы и Соединенные Штаты. Давай тогда поднимемся на север к границам Ирана. На этой неделе глава МИД Армении встречался со своим визави в США, и речь шла опять про так называемый коридор Трампа, там, дорога Трампа, как угодно ее там можно называть, там TRIP, по-моему, какое-то сокращенное название. TRIP Development, компания, которая должна прийти в Армению с тем, чтобы бесшовно проложить железную дорогу по территории Мигринского района, он же Зангезурский коридор, то есть чтобы обеспечить связь Азербайджана с нахичеванской автономией. Ну, помимо железнодорожного полотна, там еще и автомобильная дорога должна быть, насколько я понимаю. Да, там много чего должно быть, но вот уже полгода прошло, как идет об этом разговор, компания так и не создана. У меня все по этому поводу.
Там по тем документам, которые в Вашингтоне были подписаны, 74% должно было принадлежать неназванной американской компании, остальное армянской стране. Но нет этой компании. Соответственно, нет проекта, нет подготовки технико-экономического обоснования, вообще ничего нет. Но при этом все говорят, что обязательно все будет. Как это будет выглядеть? Здесь же важно не только вот эти 55 километров железной дороги, но важны таможенные, пограничные вопросы на двух границах. Армения и основная территория Азербайджана, и Армения и Нахичеванская автономия. Этих переговоров пока никто не вел. То есть о чем идет разговор, почему все так уверены, что обязательно все будет в полном порядке, Соединенные Штаты даже не предложили своей компании, которая туда пришла, с тем, чтобы выяснить, что же там происходит. Без всякой политики происходит там много достаточно интересного, потому что железная дорога, которая идет вдоль берега Аракса, она была разобрана за те годы, пока контроль над территорией так называемой Нагорно-Карабахской республики находился не очень понятно у кого. Я сейчас не иронизирую, никого не критикую, просто напоминаю о том, что вот это образование не признавали даже власти Армении. То есть непонятно у кого что было. Тем не менее, за это время были построены две гидроэлектростанции, Худоферинский ГЭС, так называемые. Дамбы пересекли железнодорожное полотно, водохранилище подошло к тому участку, где были проложены железные дороги. Возникает вопрос, сумеет ли Азербайджан по своему участку проложить железную дорогу. То есть ее надо не ремонтировать, ее надо в буквальном смысле слова строить заново. Плотины и водохранилища, железнодорожную насыпь просто скушали. Есть там возможность проложить между берегом водохранилища и начинающимися горными участками? Я надеюсь, что есть. Но это, кстати, не входит ни в какие соглашения, это внутреннее дело Азербайджана. То есть, если на эти инвестиции он пойдет, то он будет это делать самостоятельно. Ему самому готовить и проекты, и строительство. Но тогда возникает вопрос, а как вы хотите прокладывать вот эту тропу Трампа, или там, я не знаю, дорогу Трампа, если вы не знаете, в какую точку ее выводить? Зависит от того, как удастся Азербайджану проложить железную дорогу так, чтобы ее с одной стороны не смыло, с другой стороны не залезть в горы, чтобы не заниматься там взрывными работами. Азербайджан не торопится, потому что у него возникает вопрос, а куда мне выводить железную дорогу, как она будет проходить по территории Армении. То есть вот эти два одиночества пока не встречаются, но и в Армении, и в Ереване, и в Баку заявляют о том, что все, что подписано в Вашингтоне, будет обязательно реализовано. Я на это смотрю, пытаюсь дождаться хоть какой-нибудь информации, но информация поступает исключительно из Ирана. Иран готов проложить автомобильную железную дорогу, если необходимо, для того, чтобы связать Азербайджан, основную территорию Азербайджана с Нахичеванью, со своей стороны. Вот там никаких политических вопросов, там никаких троп Трампа, нужна дорога, давайте строить. Возник опять технический нюанс. Проложить железную дорогу через плотины гидроэлектростанции вряд ли получится. Плотины насыпные, я сейчас не про поречку, плотина насыпная, то есть если сверху проходит железнодорожное полотно и потом тысячетонные нагрузки динамические, то есть вот идет один поезд, второй поезд, все это немножко потряхивает. У меня, например, нет никакой информации о том, что такая нагрузка была учтена при проектировании гидроэлектростанции. Если не было учтено, то дешевле построить мост, чем переделывать проекты и укреплять тело плотины, проще построить мост. Но второй мост не потребуется, потому что по территории Ирана можно совершенно спокойно дойти до территории Нахичеванской автономии и связать вот так. Можно, наверное, даже и комбинировать. Пока Трамп будет прокладывать свою тропу, можно построить дорогу с другой стороны Аракса и получить двойную связь как раз на тему, что если будут какие-то политические передряги, есть возможность перестраховаться. Вот какая-то такая ситуация. При этом неожиданно в прессе стали появляться тиражируемые то ли требования, то ли предложения господина Пашиняна в адрес России, что неплохо бы и России заняться
той самой тропой Трампа, что вызывает здоровое удивление. Я на всякий случай напомню, что армянские железные дороги с 2008 года находятся в концессии у российской железной дороги сроком на 30 лет. Определены участки, за развитие которых намеревался отвечать концессионер, то есть достроить, модернизировать с тем, чтобы, получая прибыль, компенсировать потом инвестиции. Но вот этот участок, который в Азербайджане называют Зангезурским коридором, в США называют тропой Трампа, он в этот конституционный участок точно не входил. Его не было в 2008 году ни в каких планах. Так что кто там что будет финансировать, кто будет хотя бы проекты разрабатывать, в конце концов, пока ничего не известно. Поэтому тот вариант, который у Баку и Тегерана есть, выйти на территорию Ирана и безо всяких политических споров построить любую дорогу, какая только покажется необходимой, может быть, это более простой вариант. Но, с другой стороны, и Алиев, и Пашинян подписи поставили. То есть теперь надо, наверное, из вежливости ждать, что раз уж Трамп засвидетельствовал подписание этого документа, он в конце концов скажет, кто же, какая компания из Соединенных Штатов возьмется за реализацию этого проекта, за разработку этого проекта. То есть, на мой взгляд, какая-то пауза в марлезонском балете. Когда закончится, неизвестно. Тегеран к работе готов.